Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему. Какие же препятствия возникают у украинских беженцев в Германии для того, чтобы устроиться в Германии на работу. Тема очень актуальная, и я там расскажу препятствия эти, которые обсуждаются в немецком публичном пространстве, и мы с вами обсудим, реальные они или нет. Если вам эта тема интересна, смотрите видео это до конца, обязательно подпишитесь, и вы тоже об этом узнаете. Итак, по данным Федерального агентства трудоустройства, спустя почти 3 года после того, как началась война, и украинцы уже находятся, многие, третий год в Германии, из них примерно 300 тысяч уже трудоустроились на рынок немецкого труда. Это примерно, если мы возьмем в процентном соотношении, примерно 30% от всех трудоспособных украинских беженцев. Сейчас речь идет о трудоспособных. Инвалиды в эту статистику не входят, матери-одиночки тоже не входят. В настоящее время 211 тысяч украинцев не имеют работы. 90 тысяч человек посещают интеграционные курсы, 29 тысяч человек посещают языковые курсы для работы, а 21 тысяча украинцев принимают участие в программах рынка труда. Около 706 тысяч человек получают бюргергельд, в том числе примерно 200 тысяч детей. То есть всего находится 1 миллион 250 тысяч граждан Украины по временной защите на территории Германии. Это статистика на февраль 2025 года, то есть 1 250 000. Значит, из них 706 тысяч получают денежное пособие бюргергельд. 300 тысяч работает. Тем не менее, по-прежнему существуют серьезные препятствия для выхода на рынок труда украинских беженцев, так считают немецкие эксперты. И в немецком публичном пространстве эти серьезные препятствия обсуждаются немецкими экспертами. Давайте посмотрим, что о них говорят. Одним из самых больших препятствий немецкие эксперты считают плохое знание немецкого языка. Я с этим 100% согласен, потому что, вы, наверное, тоже на практике с этим сталкивались, потому что какая бы у человека ни была квалификация, как бы он хорошо не знал, скажем так, свое какое-то дело, он, если не знает язык, он приходит на интервью к работодателю, и работодатель, к сожалению, мне тоже отзывы дают, рассказывают, как эти интервью происходят. Если человек не знает языка, все, они говорят: извините, идите, пожалуйста, подучите язык, и тогда мы с вами будем разговаривать. Никто, в редких случаях смотрят на сертификаты языковые, B1, B2. Никого практически из работодателей это не интересует, потому что это бизнес, это частный в основном бизнес. Люди платят деньги за то, чтобы человек выполнял работу. И садится работодатель, просто разговаривает с человеком, и он понимает уровень общения, уровень знания языка, сможет ли потенциальный работник выполнять его какие-то указания, какую-то работу и так далее. Если человек плохо, конечно же, ориентируется в немецком языке, плохие знания показывает, конечно же, его не берут на работу. И это основная причина. Я тоже с этим 100% согласен. Также считает, что это является основной причиной Сара Штробель. Она руководитель проекта, который занимается интеграцией беженцев на рынок немецкого труда. Значит, это первая причина. Вторая причина. Проблема отсутствия возможностей по уходу за детьми также играет решающую роль, поскольку подавляющее большинство беженцев украинских это женщины. Так считает эксперт, руководитель проекта Штробель. Я, конечно же, с ней не совсем согласен. Это является тоже причиной, но не совсем я согласен с ней. Почему? Сейчас я вам расскажу. Значит, я недавно снимал, может быть месяца 3 назад снимал видео, в котором я сравнивал статистику трудоустройства матерей-одиночек граждан Германии, которые тоже воспитывают в одиночку детей. Так вот, женщины-одиночки в Германии, 75% из них трудоустроены. Они не получают денежное пособие, они работают без мужей. Украинские беженцы приехали, они получают пособие и говорят, многие из них говорят, что мы не выходим на работу, потому что нам не с кем оставить детей. Немецкие женщины как-то с этим справляются, 75%, украинские нет.
Я ни в коем случае не обвиняю украинских женщин, ну просто я вот об этом рассказывал статистику. Я сейчас это не буду приводить, потому что у меня есть на канале отдельное видео. Там четко про эту статистику я всю привожу, ссылаясь на документы. Кроме этого, можно задаться вопросом, если мы возьмем украинскую статистику, сколько в Украине матерей-одиночек трудоустроено, то там 80% трудоустроено. Понимаете? А в Германии не трудоустраиваются. Почему в Украине трудоустроены? Потому что ту помощь, которую получает в Украине мать-одиночка, на нее нереально прожить и нереально прокормить ребенка. Поэтому она вынуждена, просто ее обстоятельства вынуждены заставить, чтобы она шла на работу. И она не задается вопросом, а с кем оставить детей. То есть она идет, работает, находит варианты и трудоустраивается в Украине. Ну, точно так же делает и немецкая женщина. Украинские женщины в Германии получают пособия, которые, в принципе, если мы сравним, ну мы с Украиной вообще не сравниваем, в принципе, достойны. Даже некоторые из них, я не говорю, что это хорошо, да, некоторые из них умудряются накопить и даже своего ребенка отвезти там, в Испанию в какой-то дешевенький отельчик, там, на 5-7 дней. Это хорошо, да, но Германия позволяет это делать и, по сути, ну, выплачивает достойные деньги, скажем так, да, в качестве пособия. И это могут сделать. Вот. Но поэтому я не совсем согласен, что именно мать-одиночка не может найти работу, потому что у нее ребенок, и этого ребенка не на кого оставить. Ну, то есть, кто хочет, тот работу найдет. Понятно, что есть какие-то случаи, когда действительно ребенка не с кем оставить. Ну, я об этих случаях не говорю. Это вторая причина. Третья причина. Признание квалификации. Тут целые проблемы. На практике признание квалификации может занимать очень много, скажем так, месяцев, да, там, от 6 месяцев и до года, до 2 лет и так далее. Смотря какая специальность, смотря какая там квалификация. Если это врач, так это вообще там от 0 до 3 лет занимает, надо еще экзамены сдавать и так далее. То есть, плюс это все очень много документов, бюрократия огромная в этой сфере. И это действительно проблема. Я тут тоже однозначно согласен. Я думаю, что вы тоже с этим согласитесь. Потому что есть, я знаю лично многих очень хороших специалистов из Украины, там своего дела в разных причем сферах, да, которые просто не подтвердив свое образование или находясь в процессе подтверждения, да, они не могут работать по специальности. А эта специальность очень востребована в Германии. И люди вынуждены работать на каких-то там подсобных работах и так далее. Есть такая тоже проблема. И немцы, немецкие эксперты об этом знают. Вот поэтому они об этом говорят. И поэтому Мерц, если он станет канцлером, он тоже заявляет, что намного упростить. То есть он говорит, бюргергельд убрать однозначно, они должны получать, но упростить признание дипломов. Упростить, максимально быстро сделать, там за 2-3 месяца, чтобы люди признавали свое образование и выходили по своему образованию на работу. Я считаю, что если это будет сделано, это будет огромный прорыв в этом плане. И мы тогда увидим, я думаю, статистику по трудоустройству украинских беженцев не 30%, а я надеюсь там 60-70%. Исследователь рынка труда Энцо Вебер считает, что недостаточно просто поставить галочку сразу же, как только человек включен в статистику занятости, поскольку зачастую путь изначально лежит через работу помощником. Многие работают на должностях, для которых они на самом деле слишком квалифицированы. Ну, это то, о чем я вам говорил. Когда есть врач, например, я знаю лично врача из Украины, хороший специалист, он сейчас находится в процессе подтверждения своего образования, но он не может выполнять функции как врач, это понятно, он вынужден работать помощником медбрата. Да, есть такая проблема. Ну вот. Так, это третья была. И четвертое, это отсутствие знаний о немецкой системе обучения. По данным Центрального союза немецких ремесленников, многие беженцы, это касается не только украинских беженцев, просто не знают о профессиональных возможностях и карьерных перспективах, которые предлагают квалифицированные профессии. Я тут не совсем согласен, потому что, в принципе, человек, если хочет разобраться действительно как и что, 2 месяца вот так достаточно для того, чтобы изучить, как признать свою там профессию, какие есть варианты еще обучения пойти учиться там и так далее. То есть я думаю, что, в принципе, это
не есть для украинских беженцев проблемой изучить эту ситуацию. Просто одно дело захотеть это сделать, другое дело как бы пустить это на самотек и этим не заниматься. Поэтому, ну, для кого-то, конечно же, это, возможно, и есть проблема. Вот. Ну, вот немецкие эксперты говорят, что это проблема и ставят ее на 4-е место. Но это еще не все. Даже несмотря на вышеуказанные препятствия, исследователь рынка труда Энцо Вебер видит значительный прогресс в интеграции украинских беженцев на немецком рынке труда. С начала 2024 года ситуация значительно улучшилась. Занятость среди украинцев в настоящее время увеличивается примерно на 7 тысяч человек в месяц, сообщил экономист. Сейчас у нас уровень занятости намного превышает 30%. В сравнении с Европой Германия находится в средней группе, то есть посередине где-то. Да? По словам эксперта Вебера, пока не ясно, связан ли рост занятости с Job Turbo, потому что я снимал буквально 3 дня видео назад и сказал, что Хубертус Хайлен, министр труда Германии, сказал, что Job Turbo себя полностью оправдала, и мы с помощью Job Turbo устроили очень много украинских беженцев на работу в Германии. Поэтому статистика подросла до 30%. Вот так. Ну и дальше он продолжает, этот Вебер. У нас есть опыт интеграции беженцев, и мы знаем, что существуют определенные процессы интеграции на рынке труда, пояснил он. Но они требуют значительного времени. Да, прошло 3 года, 30% только трудоустроено. И вот, конечно же, вышеуказанные мной препятствия оказали я так думаю, на эти 30, на этот рост, скажем так, свое влияние. Возможно, а возможно и какие-то другие причины. Также мы слышим от многих политиков, от многих немецких экспертов, что причинами, почему украинские беженцы не хотят устраиваться на рынок немецкого труда, да, не хотят, то есть нежелание, это денежное пособие Bürgergeld. Мы об этом слышим практически через день. Так ли это на самом деле? Нет. Конечно же, доля правды однозначно в этом есть. И если мы посмотрим на Польшу, где перестали платить денежное пособие и, скажем так, помощь украинцам уменьшили до минимума, то там, конечно же, 80% украинских беженцев трудоустроены. Поэтому, если мы возьмем параллель, то, конечно же, Bürgergeld имеет тоже играет значительную роль в том, что люди не хотят просто-напросто выходить на немецкий рынок труда. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме и с какими трудностями вы сталкивались в поиске работы в Германии? Почему вам отказали, например, к сожалению, да, если есть такие случаи, расскажите это в комментариях. И расскажите, если у вас было интервью с работодателем, что он там спрашивал, скажем так, как он обращал внимание на знание немецкого языка и что послужило той причиной, что он взял вас на работу. Напишите все это, пожалуйста, в комментариях, кому не сложно.